Добрый день. Я обращаюсь к вам, к участникам форума, к участникам ТЭДа, для того, чтобы обсудить современные экономические проблемы, стоящие перед миром, как мы можем осуществить инновацию, что сейчас стоит перед нами в целом. И для этого мне хотелось бы объяснить одну очень существенную вещь, может быть, самую существенную. Мы все должны понимать, что весь мир, не только Пермский край, не только ваша аудитория, не только отдельно взятые страны, развитые и развивающиеся, мы все, весь мир проходит через поразительный переворот в своем развитии. Вот это первое, о чем я хочу сказать. До последнего времени, последних лет, в буквальном смысле этого слова, мир развивался экстенсивно. Надо было иметь больше людей, больше детей, больше масла, больше пушек. Больше всего на свете. Так вот, по этому главному измерению роста человечества, числа людей, мы сейчас осеклись. В ближайшие годы идет поворот от взрывного развития, который так пугал человечество еще 10 лет тому назад, к насыщению, выходу на полку. Где-то на уровне 10-11 миллиардов населения мира успокоится. Это будет новый режим. В нем будет больше стариков, чем молодых. В нем будут другие ценности и другие взгляды на окружающее нас общество. Это первое. Второе – это количество людей. Если мы возьмем количество зверей, подобных людям, древние славяне считали, что мы произошли от медведей, кавказские народы от волка, в тропических странах были большие обезьяны, от которого люди считали, что они возникли. Таких тварей было порядка 100 тысяч. Но нас в 100 тысяч раз больше, чем нас должно было бы быть по законам биологического мира. Почему это произошло? Это произошло благодаря единственному существенному отличию от нас, от зверей. Мы питаемся, размножаемся, спим, даже перемещаемся на своих ногах, как звери. Но у нас есть разум, есть способность думать, мыслить, переносить эти мысли из поколения в поколение. Это главное и единственное отличие человека от животного. И вот сейчас это позволило нам за ничтожный срок, биологически меньше, чем за миллион лет, на самом деле за 10 тысяч лет после неолитической цивилизации, вырасти в 100 тысяч раз по сравнению со сравнимыми с нами тварями. И вот это развитие сейчас осеклось. Мы переходим к постоянному росту человечества. Мне бы хотелось, чтобы это было бы очень точно понято. Этот переход, демографический переход, он так и называется, занимает меньше 100 лет. А мы рассуждаем о событиях, которые длились тысячелетия или даже миллион лет от возникновения человека разумного. Вот без осознания этого фактора нам очень трудно осознать то, что между нами сейчас происходит. Во-первых, историческое время сжимается. Это отдельно очень важный фактор. Сжимается в десятки тысяч раз. Если нижний палеолит длился миллион лет, средние века длились 1000 лет, то сейчас исторический период сжался до самой жизни человека, до 40 лет. Это средняя жизнь человека. Вот это другой фактор, который надо иметь в виду. Поэтому все превращения происходят крайне быстро. Мы не успеваем за ними. За ним не поспевают наши институты, наши инстинкты, наш жизненный уклад. Из-за этого трещит семья. У нас разрушилось основание общества, семья. Во всех развитых странах, несмотря на гигантское богатство, нету детей. Иными словами, развитые страны не исполняют своего основной функции – восполнения населения. Это не экономические причины. Экономика здесь ни при чем. Как раз те страны, где, казалось бы, людям не хватает еды, пищи и других условий, они вполне успешно размножаются. А развитые страны, в том числе и Россия, сейчас, грубо говоря, на каждую женщину не хватает одного ребенка. Вот и все. После этого можно говорить о равенстве полов, можно говорить о необходимости всеобщего образования и так далее и тому подобное. По этому главному фактору современная цивилизация оказалась несостоятельной. Вот это тоже надо иметь в виду. Следующее, о чем я хотел сказать, это о ценностях. Что руководит людьми? Либерально
финансовая философия утверждает, что все зависит от денег. Будут деньги, будут дети. Это не получается так. Дело сейчас не в деньгах, а в ценностях. Ради чего мы живем, ради кого мы живем, как мы себя позиционируем. Вот этот духовный кризис современного общества очень глубок. К сожалению, интеллигенция, и российская, и всемирная, не понимает, по-моему, своей ответственности в этот момент. О чем она говорит? О полной свободе, никаких ограничений нет. Лассефер проник во все области жизни. На самом деле, ответственность перед будущим поколением – это то, что определяет цель и смысл нашего существования. Вот эти нити оказались оборванными. Еще во времена Пушкина было сказано, это эпиграф к Евгению Онегину: «Жить торопится и чувствовать спешит». Мы не можем уже так быстро жить и так быстро чувствовать, как от этого настоятельно требует наше время, к чему гонят наши средства массовой информации, которые, с моей точки зрения, являются преступной организацией по развращению страны. Вот это факторы, которые сейчас надо учитывать, социальные факторы, которые надо учитывать при анализе экономического развития. Да, наука может поспеть. Наука может сделать что угодно. Она может, физика позволила стереть с лица Земли с многократным перекрестом все население при помощи ядерных бомб. Но что толку? Никакие бомбы не спасли Россию Советский Союз от распада. Ни одну политическую проблему в современном мире мы не можем решить вооруженными силами. Посмотрите на то, что происходит в Афганистане или в Ираке. И вот этот кризис мы должны сейчас очень четко осознавать. Я думаю, что если мы это поймем, то нам гораздо проще будет решать вопросы инновации, образования, смысла и цели жизни. Инновации нужны, они всегда были и есть. Это и есть дети разума. Человек – это и есть, я говорю, существо, которое не может не изобретать, как кошки. У нас кошачий инстинкт. Мы все хотим разнюхать, понять и сделать. Кстати, наиболее фундаментальные открытия в науке делались не за деньги, а за интерес к тому, чтобы понять, что происходит в природе. Это надо, кстати, понимать, какие мотивы у науки. Фундаментальные науки. Дальше идут прикладные науки и так далее. Там работают деньги. Но так же, как семью надо строить на любви, а не на деньгах, так и здесь отношение к инновации и культуре начинается к уважению к знанию, к уважению к ученому, к уважению к тому, кто создает новое понимание окружающего нас в мире. Кстати, с моей точки зрения, от физики, которой я занимался, интерес сейчас перемещается в сторону биологии, биологии человека, нанотехнология – это есть нанобиология на самом деле. Это умение манипулировать молекулярными носителями нашей наследственности и нашей жизни. Этому будет решена проблема по существу здоровья и благополучия человека в будущем. Прогресс здесь происходит буквально не по дням, а по часам. Наконец, мне кажется, колоссальный задел – это в общественных науках. Сейчас они распались на отдельные знания. Кто-то занимается социологией групп. Каждый, как, знаете, есть определение, что такое наука. Наука – то, чем занимаюсь я. Вот этот эгоизм ученых, он в какой-то мере оправдан. Но он не оправдан тогда, когда мы решаем крупные цели общества. Это тоже задача, которую нам надо понять. Крупные цели общества, мне кажется, должны формулироваться на таких форумах, как ваш. И потому я захотел положить в основу своего краткого выступления вот эти тезисы, чтобы вы поняли мгновение в истории, которое мы сейчас переживаем. Тот вызов, который поставлен перед нами нашим самим развитием. Здесь нет ни причин, ни следствия. Это есть исторический рок. Взрывное развитие и переход на полку, который происходит, я повторяю, очень быстро. И разница между развивающимися и развитыми странами меньше 50 лет. Они также быстро пройдут этот путь, как даже быстрее, чем это произошло с так называемыми развитыми странами, которые сейчас показывают, какой вызов поставлен перед нашим разумом, нашей культурой и нашей жизнью.